этот момент начал замечать, вот. И после приема синтезита буквально, вот, наверное, я недели через 2, может, через 2,5, тяжесть в ногах, она начала уходить. А супруга именно, она у меня небольшой такой аллергик, и она на этом фоне даже препараты не принимает по утрам, то есть, Мгм. поэтому... Андрей, здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет, где вы проживаете, какой у вас вес, как долго вы принимали синтезит, по какой схеме вы его принимали, комбинировали с какими-то витаминами или другими препаратами, ведете ли вы здоровый образ жизни или стараетесь его вести? Ну, в общем, все, что помните, знаете, какие у вас есть улучшения, наблюдения, плюсы, минусы. Понял. Ну, коротко немного о себе. Получается, мне 40 лет. Я живу в городе Владивосток. Это вот Приморский край, Дальний Восток России. Получается, веду здоровый образ жизни, то есть не пью, не курю, то есть стараюсь по возможности вести такой больше спортивный образ жизни. Синтезит я начал принимать, точно дату не скажу, дату начала приема, вот, но это по времени где-то, наверное, месяца 3 назад. Первоначально, буквально вот несколько дней, каких-то таких вот ощущений, их, наверное, не было. То есть там 2-3 дня, то есть просто принимаю, то есть как бы, а какого-то такого, то есть, скажем, эффекта, честно говоря, не наблюдалось. И вот как-то думаю, может быть, что-то что не так, что-то, может, как-то не так делаю, то есть как бы именно в плане приема. Потом буквально на четвертый день начались, получается, покалывания в левой руке. Вот. А самое что интересное, до этого были такие неприятные моменты, связанные именно с ощущением именно покалывания в пальцах, именно в руках, то есть как бы не то чтобы онемение, но такой неприятный какой-то эффект. Вот. После приема синтезита, то есть получается, грубо говоря, вот эти вот изменения начались, вот именно проявления начались вот на четвертый день. Через несколько дней покалывание полностью ушло. То есть там, что вот это был такой, наверное, первый такой заметный эффект. Вот. Потом как-то для себя начал замечать такой момент, то что сократилось время сна. То есть раньше, допустим, для того, чтобы прийти в себя, скажем так, то есть сна требовалось, ну, часов 8, ну, желательно, то есть, как бы, не то, что желательно, то есть, не то. Но я думаю, что мы обрежем потом это. Вот. Ну почему? Просто. Может и не обрежем. Давайте посмотрим, как получаться будет. Ну да, посмотрим. Вот. Я так понимаю, что все равно еще есть, что может быть там смонтажировать. Про сон. Получается, если, допустим, раньше для восстановления, то есть требовалось часов 8, то сейчас буквально я могу, допустим, лечь в час ночи и встать в 6 утра, и при этом я не испытываю определенно никакого дискомфорта. То есть именно время, которое необходимо для восстановления сил, оно сократилось. И нет так называемой вот этой утренней раскачки, то есть когда встаешь, там буквально там походишь там по квартире, пока в себя придешь, а это вот буквально, то есть требуется, не знаю, может там, ну, там минут 5-10, и я, в принципе, уже как бы включен процесс, и уже там, как говорится, бодр и весел, и готов продолжать деятельность. Вот. Андрей, а вопросик можно? Вот это сокращение времени сна с 8, получается, до 5 часов, вы сказали. Оно произошло в какой период приема синтезита? Оно произошло где-то, наверное, через неделю после приема синтезита. То есть, получается, первые там 2-3 дня не было, ну, в принципе, я, скажем так, не замечал вообще, то есть, как бы, какого-то такого эффекта действия. Вот на четвертый день вот появилось покалывание в руке, вот, и через несколько дней, то есть
ушло это покалывание в руке, вот, и ушло онемение, ну, не то что онемение, такие неприятные ощущения именно в пальцах конечностях, то есть именно вот в руках. А буквально через неделю, то есть я вот именно что вот довольно-таки четко стал подметил то, что время для восстановления, оно, то есть, как бы сократилось. И, в принципе, я сейчас вот принимаю синтезит, то есть, как бы, и, скажем так, веду такой активный образ жизни, и на самом деле для того, чтобы прийти в себя, то есть, как бы, немножко не то, путаюсь. Сейчас, Саш, немножко... Да нормально, не, вы Да, нормально рассказываете. да, то есть, как бы, это, стараюсь я как-то так Это просто компромат. относитесь к этому как просто к дружеской беседе, даже можете думать, что вас никто там не записывает и так далее. То есть Не, я понял. просто своими словами, как обычно, то есть рассказывайте какому-то там знакомому, другу или родственнику. А вот Мгм. смотрите, вопрос такой. Вы не сказали, сколько вы весите и в какой дозировке вы синтезит принимаете. Насчет веса и дозировки. У меня вес получается до приема синтезита был около сотни. Вот. Сейчас я вешу где-то в районе килограмм 95. Вот. И самое что интересное, еще сделать такой момент, то что именно сброс, не то что сброс, а уменьшение веса, оно связано с тем, то, что после приема синтезита в организме, то есть начались какие-то такие изменения, которые поспособствовали пересмотру рациона питания. То есть, в принципе, до этого мог позволить себе съесть там, ну, абсолютно там многие вещи, то есть, как бы такие, ну, пищевые, скажем так, не задумываясь об их качестве, то есть, как бы, ну, не то, что качестве, а об их пользе, скажем так. А здесь есть такой момент, то, что после приема синтезита на какие-то продукты после их приема появилось не то чтобы как такие неприятные ощущения, то есть как бы именно после приема вот, определенных продуктов. И когда, получается, я эти продукты убрал из своего рациона, я начал замечать то, что у меня вес стал потихоньку уходить. Грубо говоря, наглядный пример. Раньше, допустим, носил там джинсы, грубо говоря, 38 размера. Вот, Мгм. сейчас я перешел на 36-й, то есть как бы чувствую вообще прям, ну, скажем так, не нужно там ни ремня, ничего такого. Мгм. Вот. По дозировке по синтезиту, по капсулам синтезита, получается, насколько я помню, рекомендация была, что одна капсула из расчета на 60 килограмм веса, вот, но я пока принимаю по одной капсуле, вот, и может быть из-за этого действие препарата, оно как-то может быть не столько быстрое и не столько может быть яркое, то есть как бы, потому что получается, если пересчитывать на килограммы, то, грубо говоря, объем действующего вещества на килограмм, оно меньше, чем, допустим, ну, чем требуется. Сейчас я попробую сделать какой вариант, что, допустим, одну капсулу синтезита принимать утром, другую принимать через 12 часов. Попробую так, еще так поэкспериментировать, то есть, как бы, ну, посмотрим, что из этого получится. Получается, синтезит я принимал вот буквально вот сколько вот, 2,5 месяца просто утром натощак, то есть проснулся, выпил капсулу синтезита и пошел, то есть, грубо говоря, пока почистил зубы, то есть, пока привел себя в порядок, вот, то есть, до еды где-то примерно за полчаса, минут за 40, вот так вот. Вот, буквально 2 недели я вот уже принимаю синтезит с витамином В, и, честно говоря, чувствую по ощущениям, что эффект, наверное, будет получше, чем принимать просто капсулы, ну, просто отдельные капсулы синтезита. А принимаете вместе сразу или разделяете как-то по времени прием Да, витамина? принимается сразу.
то есть там витамин В, он, ну, как бы он такой в таблетированной форме, то есть одновременно таблетку витамина В и капсулу синтезита. Это буквально там за полчаса, там за 40 минут, то есть как бы до первого приема пищи. Вот. И еще был такой момент, то, что получается, когда синтезит, допустим, утром принимаешь, и первое время после приема синтезита как-то не особо тянуло поесть. Вот. Но при этом чувствовал, что энергии хватает, то есть как бы прямо, то есть не то, что, скажем так, ее в излишке, но я не испытываю ее, то есть какого-то недостатка. То есть я, в принципе, делаю, то есть, вещи, то есть как бы, ну, также в каком-то таком порядке, то есть в каком-то таком режиме, вот, но при этом я не чувствую, то есть чувство голода, и я не чувствую того, что мне не хватает энергии. Вот. Это вот такой очень такой весомый момент, на самом деле. У меня еще после занятий спортом на правой голени начал проступать варикоз. И было такое, особенно вечером, после активного дня, тяжесть в ногах. То есть как бы со временем именно вот этот момент начал замечать. Вот. И после приема синтезита буквально, вот, наверное, я недели через 2, может, через 2,5, тяжесть в ногах, она начала уходить. И сейчас, допустим, я забыл, что такое тяжесть в ногах, и на мой такой взгляд, то есть, как бы, варикоз стал поменьше. Это вот такой, ну, на самом деле, заметный такой вот момент, вот, на который я обратил внимание. Получается, у меня у супруги, то есть изначально в нашей семье я сначала принимать синтезит, вот, а потом посоветовала супруге. А супруга именно, она у меня небольшой такой аллергик, то есть как бы и в период, допустим, вот весенний этот период, когда вот пыльца, какие-то такие вот моменты связанные, то есть с аллергией. Но я так понимаю, что люди, которые, кто, скажем так, страдает аллергией, и меня поймут, то есть как бы о чем я говорю, то есть как бы вот. И получается, то есть было такое, что утром, допустим, она встает, принимает антигистаминный препарат, буквально для того, чтобы снять утреннюю там отечность, заложенность носа. Вот. После приема синтезита, то есть как бы через несколько дней, она говорит: ты знаешь, я не чувствую по утрам заложенность носа, и отеки у меня стали меньше. Вот. Это такое, она сама была как бы в шоке, то есть как бы вот именно от этого. И сейчас, вот получается, вот июль месяц, вот период такой активного цветения тополей, то есть и пух как бы, ну, вылетает, то есть как бы, и она на этом фоне даже препараты не принимает по утрам, то есть поэтому, скажем так, ну, кроме синтезита, то есть как бы каких препаратов, то есть как бы она не принимает. Вот. И нету ни отечности, ни заложенности носа, то есть ничего такого. Вот. Это такой на самом деле показательный момент. Ну вот. Да. Есть такие данные, вы, может, если на нашем канале смотрели, там есть несколько роликов. Дети, укусы комаров, да, очень сильно раздувались на руках вот эти вот все моменты. Все тоже помогло. И еще, значит, тоже наш один потребитель тоже отзыв давал, тоже на траву, на цветение травы, на пыльцу, тоже есть хорошие, очень положительные успехи. Да, с женой очень интересно. А жена сама как бы интервью не хочет нам дать? Саш, мы планировали просто в этот раз, чтобы у них вдвоем, что я буду и она, вот. Но у нас форс-мажор, просто вырубили свет, поэтому я спустился в машину, чтобы записать видос. Вот, поэтому я думаю, что мы с ней видео, то есть по этому поводу запишем, вот, потому что как бы она, ну, именно вот у нее был такой момент, что она говорит, вот сколько лет жила, то есть вот каждый год, вот, постоянно, то есть как бы вот этот период вот, активного цветения, то есть пыльца, вот все вот эти вот такие моменты, это вот
постоянно, то есть прием препаратов, то есть постоянно прием препаратов, потому что другим способом, то есть, как бы, ну, не получалось. Ну да, согласен. Да, Давайте, знаете, когда, как сделаем? да, Попробуем через, допустим, вы недельку-полторы попьете вот с вашей дозировкой через 12 часов, как вы говорите. м, Вот, и потом свяжемся вместе с женой. Вы расскажете про свои ощущения, изменения какие-то, может быть, будут. Вот, а жена расскажет просто свою историю тогда про аллергию, как у нее все это случилось, ну и какие-то еще моменты. хорошо, не вопрос, я как бы только за, вот, поэтому здесь, и вот, и когда она, получается, увидела на канале, на YouTube-канале, именно я показал видео про человека, вот, который ходит по траве, аллергика, то есть, как бы она вот смотрит и говорит, как же я тебя понимаю, то есть, что, то есть, на самом деле, когда такие вещи, то есть, как бы, и как она вот правильно заметила, что вот такое, что действительно новое такое качество жизни, правда, на самом деле, люди, допустим, которые страдали такими, скажем так, не многолетними, а, скажем так, ежегодными такими, Андрей, извиняюсь, у нас тут гроза начинается, и понял, понял, возможны проблемы со связью. У вас уже понял, начинает Саш, как-то пропадать картинка. Все, спасибо большое за отзыв. Давайте там через полторы недельки еще раз свяжемся. хорошо, хорошо, окей.